Сегодня мы приготовим просто идеальную глазурь для куличей. Такая глазурь готовится без сырых яиц, не осыпается при нарезании, быстро сохнет и не липнет, вкусная и плотная, и готовится она очень быстро и просто. Одни плюсы. Я думаю, что эта глазурь во всех отношениях превосходит по своим замечательным свойствам классическую белковую глазурь. С вами Олеся на канале Готовим дома. Ставим пальчик вверх и начинаем готовить. В миске соединяем желатин с водой и оставляем набухать. Я оставляла минут на 15 или 20, он достаточно хорошо уже набух за это время. В ковшике соединяем воду вместе с сахаром. И на медленном огне варим сироп буквально до растворения крупинок сахара и до закипания. Кипятить сироп не нужно, нам нужно, чтобы только кристаллики сахара растворились. Снимаем с огня наш сахарный сироп и добавляем в него набухший желатин. Хорошо перемешиваем. И теперь взбиваем горячий сироп при помощи миксера до желаемой густоты. Добавляем немного лимонного сока и продолжаем взбивать. Вот такой густой она у меня получилась. Чем дольше вы ее взбиваете, тем гуще становится глазурь. Всего у меня ушло около 5 минут на взбивание глазури до такой вот густоты. Теперь наносим нашу глазурь на куличи при помощи кисточки или при помощи ложки. Можно сделать густую шапочку из глазури, можно сделать красивые подтеки. Все зависит от вашей фантазии и от вашего желания. Готовые глазури даем полностью высохнуть при комнатной температуре. Затем куличи, покрытые глазурью, можно убрать в пакет или пищевую пленку и так хранить до Пасхи. Посмотрите, как ведет себя глазурь при разрезании. Не крошится, не липнет к ножу. Отличное покрытие для куличей. Буду очень рада, если вам понравился рецепт глазури без яиц и если вы им воспользуетесь. Обязательно пишите ваши впечатления в комментариях. Я всех искренне благодарю за ваше внимание, лайки и подписку. До новых вкусных рецептов. Пока-пока!